Когда забрезжил рассвет, тихие берега реки Херовик стали местом необычного открытия. Местные жители, совершавшие свои утренние прогулки, были остановлены огромной незнакомой фигурой, распростертой у кромки воды. Среди них был и Нолан, блогер по дикой природе, который с трудом сдерживал волнение, приближаясь с фотоаппаратом в руке в предвкушении редкой находки, которую он собирался запечатлеть. Однако в тот момент, когда прибыли эксперты и пригляделись повнимательнее, воздух стал тяжелым от ошеломляющей реальности. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить наши новые истории. Нолан был совершенно удивлен, когда впервые увидел это странное существо. Он был любителем вести блог о дикой природе, и для большинства своих постов и приключений ему приходилось путешествовать вдали от дома. Он никогда не ожидал, что совершит одно из своих самых необычных открытий так близко от своего маленького и скучного родного города. Город. Впервые это существо было замечено пожилым джентльменом, который выгуливал свою собаку. Он был слишком напуган, чтобы приблизиться к находке, но все же сфотографировал ее и поделился снимком как с властями, так и с некоторыми своими друзьями в городе. Нолан был среди этих друзей, и когда он увидел фотографию, то, не теряя времени, направился к отдаленной кромке воды. Он понятия не имел, с чем имеет дело, но боялся, что если местные власти доберутся туда раньше него, они запретят ему приближаться. Чем больше было вопросов вокруг подобного открытия, тем больше вероятность того, что правительство захочет сохранить его в тайне. Нолан быстро достал фотоаппарат и хотел приблизиться к этим существам, но несколько местных жителей попытались остановить его, поскольку они понятия не имели, насколько это может быть опасно. Они не хотели, чтобы он подвергал себя риску и ждал приезда властей. Нолану удалось убедить обеспокоенных местных жителей, что он будет осторожен, но ему действительно нужно сфотографировать это животное крупным планом в научных целях. Нолан медленно, но верно приближался к странному, неизвестному существу, похожему на рептилию. Существо. Чем ближе он подходил, тем больше ему казалось, что он имеет дело с динозавром или чем-то в этом роде. Когда он подошел достаточно близко, он мог даже поклясться, что видел, как часть тела существа поднималась и опускалась, как будто оно на самом деле дышало. Нолан начал беспокоиться о том, что произойдет, если существо проснется и заметит его на своем пути. Дрожащими руками Нолан направил камеру на существо и сделал пару снимков. Но после того, как ему удалось сделать всего 6 снимков, он внезапно был потрясен звуком громких сирен, которые быстро приближались. Наконец-то приехала полиция, и Нолан понял, что если они заметят его рядом с животным с фотоаппаратом, у него могут быть серьезные неприятности. И он побежал обратно к другим местным жителям, надеясь не разбудить зверя своими быстрыми шагами. Немного запыхавшись, он возвращается к небольшой группе людей, наблюдающих за происходящим, как раз перед прибытием полиции. Нолан удивлен количеством полицейских, которые быстро наводняют место происшествия. Он даже не подозревал, что в маленьком городке так много подготовленных полицейских. Они приказывают группе отойти в сторону, но не уходить, пока они прочесывают местность, как хорошо отлаженная машина. Нолан отступил назад, стараясь не выделяться, опустив глаза, чтобы не привлекать к себе внимания. Один из полицейских подошел к нему и протянул руку за телефоном. Мысли Нолана метались, но он спокойно отдал его, быстро убедившись, что фотографии существа спрятаны. Глазам офицера предстали только обои с изображением мирного леса. Пока офицер просматривал безобидные пейзажи и записи в блоге, Нолан застыл на месте, чувствуя, как внутри у него скручивается напряжение.
После напряженного момента телефон был возвращен без происшествий. Полицейские двинулись дальше, оставив Нолана с тихим предупреждением и тяжелым осознанием опасности, которой он едва избежал. Позади них существо оставалось в безопасности. Его присутствие представляло собой надвигающуюся угрозу. Когда полиция разогнала толпу, Нолан ускользнул, спрятав свой телефон в карман и бросив последний взгляд на существо, покрытое брезентом. Спасательные службы занялись этим делом, но ответов так и не нашли. Вернувшись домой, Нолан захлопнул за собой дверь и направился прямиком к своему заваленному бумагами столу. Его старый компьютер с жужжанием ожил, когда он погрузился в безумные исследования, разыскивая неопознанных речных обитателей, таинственные наблюдения, все, что напоминало то, что он видел. Часы пролетали незаметно, пока он просматривал форумы, базы данных и карты в поисках закономерностей или похожих сообщений. Но ничто не соответствовало странной форме рептилии. Разочарованный, он составил электронные письма экспертам по дикой природе и криптозоологам, тщательно описывая существо, не раскрывая его местонахождение, надеясь на понимание. Ответов не поступало. Его поиски привели к тупикам и распространению фольклора. Измученный и страдающий от боли, Нолан выключил компьютер. Тайна оставалась неразгаданной. Ночь сгущалась вокруг него. Завтра был новый день, и, бросив последний взгляд на свой фотоаппарат, он приготовился к тому, что может произойти дальше. Нолан взял со стола фотоаппарат. Его пальцы слегка дрожали, когда он включал его. Он просмотрел фотографии, которые сделал ранее, и при каждом щелчке мыши загадочное существо появлялось в новом ракурсе. Он увеличивал изображение, проверяя четкость и детализацию. Удовлетворенный качеством, он перенес снимки на свой ноутбук, готовясь поделиться ими с кем-нибудь, кто, возможно, поймет, что он нашел. Вернувшись в интернет, Нолан начал искать экспертов по дикой природе, умеющих идентифицировать неизвестные виды. Он просмотрел веб-сайты и профили специалистов в поисках кого-нибудь, кто разбирался бы в редких или неопознанных животных. Его поиски привели его на несколько форумов, где эксперты собирались для обсуждения необычных наблюдений за дикой природой. Он сделал заметки о потенциальных контактах, сузив свой список до нескольких ключевых персон. Нолан остановил свой выбор на эксперте по имени Марк, который имел репутацию человека, непредвзято относящегося к таинственным наблюдениям. Он тщательно подготовил сообщение, приложив размытый снимок существа, чтобы заинтересовать Марка, не раскрывая слишком многого. Его электронное письмо было кратким. Введение, краткое описание открытия и просьба поделиться своими соображениями. Марк ответил быстро. Его сообщение было переполнено любопытством по поводу размытого изображения, присланного Ноланом. Он был заинтригован и хотел узнать больше, предложив встретиться лично. Единственным выходом для них был ночной визит. В тихом уголке кафе они наметили тайный маршрут к берегу реки, тщательно планируя каждый шаг. Нолан поддался. После приступа возбуждения, смешанного со страхом, настоящее приключение только начиналось. В тот вечер Нолан собрал свое снаряжение, фонарики, запасные батарейки и камеру ночного видения. Марк приехал с GPS-навигатором и тепловизионным биноклем. Когда они проверили свое снаряжение, осознав важность своей миссии, они действительно возвращались на место под покровом ночи. Они договорились встретиться неподалеку от места встречи сразу после захода солнца, двигаясь разными путями, чтобы не привлекать внимания. Когда стемнело, Нолан почувствовал прилив предвкушения и дурных предчувствий. Взяв на буксир свое снаряжение,
Он направился к месту встречи, а впереди его ждала неизвестность. На берегу реки картина резко изменилась. Большая палатка теперь закрывала место, где находилось существо, обозначенное желтой лентой и окруженное полицейскими машинами, темными и безмолвными, но, несомненно, присутствующими. Обменявшись напряженными взглядами, Нолан и Марк поняли, что подобраться к ним будет гораздо сложнее, чем ожидалось. Держась в тени, они внимательно осмотрели территорию. Охрана патрулировала посменно, фонарики прорезали ночь, отмечая передвижение охранников, отмечая промежутки и закономерности. Палатка тщательно охранялась, и легкого доступа к ней не было видно. Отказываясь сдаваться, они тихо обошли ее по периметру, выискивая слабое место подальше от главного входа. Осторожно, шаг за шагом, они продвигались в темноте, полной решимости найти вход внутрь. В конце концов, они нашли участок забора, который был менее освещен и был скрыт густыми кустами. Это было достаточно далеко от основного места деятельности, чтобы патрулирующие охранники не заметили их. Марк жестом указал Нолану на это место, где у них был лучший шанс. Они ждали, наблюдая за действиями ближайших охранников, пока не убедились, что двигаться безопасно. Воспользовавшись моментом, когда охранники повернулись к ним спиной, Нолан и Марк нырнули в кусты, пригибаясь к земле. Они двигались бесшумно, стараясь не задеть ветки. Миновав ограду, они оказались всего в нескольких ярдах от палатки. Ткань казалась огромной и зловещей в ночи. Тайны, которые она хранила, были им недоступны. В тускло освещенном складском помещении Нолан и Марк наткнулись на несколько неиспользованных защитных костюмов, висевших на вешалке. Они быстро надели костюмы, подогнав их так, чтобы они полностью закрывали их лица. Внутри шатер был ярко освещен, и только один ученый деловито сновал между столами, заставленными оборудованием. Нолан и Марк тихо вошли, незаметно смешавшись с немногочисленной толпой. Они делали вид, что осматривают какое-то оборудование, а сами осматривали местность в поисках каких-либо признаков существа, которое они так отчаянно хотели увидеть снова. Опустив головы, Нолан и Марк медленно обошли палатку, внимательно следя за любой возможностью обнаружить это существо. Они делали друг другу небольшие, непритязательные жесты, едва заметно указывая на ученого, когда тот поворачивался к ним спиной. Их сердца бешено колотились, когда они шли по палатке, стараясь не выдать себя за еще одну пару чиновников на службе. Наконец они заметили существо, временно оставленное без присмотра на отдельном смотровом столе. Пока ученый был отвлечен набором экранов на другой стороне палатки, Нолан и Марк воспользовались моментом. Они подкрались ближе, каждое движение было точным и бесшумным. Черты существа заострились от приближения, чешуя стала сложной и блестящей, а его окраска была гораздо более яркой, чем можно было передать на любом изображении. Ученый повернулся. Его глаза подозрительно сузились, когда он наблюдал за ними. Напряжение сгустилось в воздухе, когда Нолан и Марк обменялись быстрыми взглядами, их присутствие было явно неожиданным. Нолан и Марк быстро придумали легенду, заявив, что их недавно перевели из отдела экологического мониторинга для оказания помощи в проведении экспертизы. Они внимательно наблюдали за учеными, надеясь, что их объяснения покажутся убедительными. После недолгого изучения ученые отошли в сторону и исчезли за боковым пологом палатки. Нолан подошел к существу и внимательно его осмотрел. Оно оставалось неподвижным. Его кожа была прохладной, чешуя четко выделялась в резком свете ламп. Он осторожно обошел вокруг, впитывая каждую деталь. Его мысли были заняты вопросами и важностью открытия.
Марк расположился у входа в палатку, осматривая местность снаружи. Внутри Нолан внимательно осмотрел существо. Чувствовалось, что что-то не так. Текстура кожи слишком гладкая, цвет непоследовательный. Осознание этого поразило меня, породив больше вопросов, чем ответов. Внезапно начался хаос. Пологи палатки распахнулись, и внутрь хлынули полицейские, стуча ботинками по земле. Было ясно, что ученые не поверили в их историю и предупредили власти. Офицеры действовали быстро, окружая их с отработанной точностью. Нолан и Марк посмотрели друг другу в глаза, понимая всю важность происходящего. На их запястьях защелкнулись холодные наручники. Полицейские, окруженные стеной, вывели их из палатки, и они прошли сквозь собравшуюся толпу, ослепленные мигающими огнями. Ночное задание закончилось в тишине, сдержанности и неопределенности. Когда они приблизились к ожидавшим полицейским машинам, тяжесть их неудавшегося обмана стала ощутимее. Несмотря на арест и беспорядочный уход, Нолан оставался спокойным. Его мысли были сосредоточены на странных синтетических качествах, которые он заметил в этом существе. Когда дверь за ним закрылась, заперев его на заднем сиденье, он прокрутил в голове каждую деталь полной решимости разобраться в происходящем. Мимо проносились огни города, пока Нолана и Марка везли в разных машинах в полицейский участок, и каждый молча размышлял о событиях прошедшей ночи. Нолан сохранял спокойствие, систематизируя то, что узнал. Он решил поделиться всем с властями, полагая, что неестественные черты существа могут изменить обстоятельства их ареста и привлечь внимание к более важному открытию. В участке их провели через тяжелые двери под яркими флуоресцентными лампами. В стерильных коридорах гулко отдавались их шаги. Нолан обратился непосредственно к офицеру. Его голос был твердым и четким, настаивая на том, что у него есть важная информация. Хотя его просьба была встречена скептически, она была принята к сведению. В конце концов, его отвели в пустую комнату для допросов и оставили одного — телефон. Нолан собрался с мыслями, готовый рассказать о том, что ему известно, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы изменить ход событий. Нолан сидел один в комнате для допросов, приводя в порядок свои мысли и подготавливая аргументы. Вскоре вошел офицер, чтобы забрать его телефон, сославшись на необходимость предотвратить внешнюю связь, оставив Нолана в изоляции под тяжестью давящей на него ситуации. Время тянулось медленно, пока он размышлял о том, что может произойти дальше, обдумывая события ночи и возможные последствия. В конце концов, вошли два офицера, которые с серьезным видом приступили к официальному допросу. Нолан спокойно изложил свою точку зрения, объяснив, что у него дома хранятся подробные изображения этого существа. Он описал его неестественные черты, однородную текстуру кожи, непоследовательную окраску и заявил, что, по его мнению, это подделка. К его удивлению, полицейские подтвердили его подозрения. Существо было реквизитом для фильма, по ошибке оставленным съемочной группой. Власти пытались уладить ситуацию тихо, чтобы предотвратить панику в обществе или теории заговора, признавая. Зная о непреднамеренном участии Нолана, они подчеркнули важность его сотрудничества и заверили его, что это пойдет ему на пользу. Реквизит будет незаметно убран, чтобы избежать дальнейшего привлечения внимания. Несмотря на облегчение, Нолан испытывал противоречивые чувства. Тайна была раскрыта, но пережитое потрясло его. Полицейские намекнули на его возможное освобождение при условии, что он будет молчать об инциденте.
Это условие Нолан понял, размышляя о том, что последует дальше. Большое вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик для уведомлений, чтобы никогда не пропустить такие удивительные истории, как эта.